I see, genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о полноразмерных наушниках от компании Harmonic Dyn. Стоимостью $100, и эти наушники поставляются в очень большой коробке с довольно приятным оформлением. Здесь имеется изображение самих наушников, название этой модели Black Hole и логотип компании вот тут вверху тоже есть. Ну а здесь, как обычно, сзади указаны технические характеристики наушников. И за звук здесь отвечает 50-мм динамический драйвер. Чувствительность составляет 110 дБ, и они получили стандартные 32 Ом импеданс. И сразу скажу, что на раскачку наушники не очень тяжелые. И даже недорогие ЦАП-усилители справляются с ними без проблем. Но еще тут написано, что входит в комплектацию, о которой мы сейчас с вами поговорим. И, конечно, рассмотрим эти замечательные полноразмерные наушники. Ну и вот так шикарно выглядят эти наушники, ровно как и предыдущие модели компании. И весят они немного, 305 грамм против 360 грамм у моих Zeus Elite. Но вообще эта модель Black Hole пришла на замену Афине. Я думаю, вы помните их. И так как это тоже полуоткрытые наушники, играют наружу они достаточно громко, но тюнинг и общая настройка звучания, поверьте мне, она тут сильно отличается от Афин в положительную сторону. Пластик тут, как и у Афина, хорошего качества, к сборке нету вообще никаких вопросов и претензий, то есть за это производителю стоит отдать респект. Даже спустя несколько месяцев мои Zeus Elite находятся вообще в полном порядке, и проблем никаких при эксплуатации вообще не было. А вот внешние изменения здесь, как по мне, выполнены в лучшую сторону. Теперь тут нету вот таких зеркальных панелей, собирающих отпечатки, как это было у Афина, а наоборот же имеется вот такой строгий, матовый, выдержанный черный стиль лицевой панели с логотипом Harmonic Dyn. И дополняют всю эту общую темную концепцию две вот такие вставки с необычным узором. Также чуть ниже тут есть маркировка левого и правого канала, а чуть выше находится возможность регулировки оголовья вот таким образом. Здесь также есть серийный номер моей модели. Ну и амбушюры, понятное дело, здесь используются точно такие же, как и у моих основных наушников Zeus Elite и у Афин. Рад, что их не стали менять, так как они отличного качества, очень удобные. Уши тут не потеют, ничего не давит, никакого утомления не возникает, как и желание снять наушники, что, как по мне, очень важно. Ну а теперь давайте подключим комплектный кабель, который находится вот в этой коробочке с надписью «Аксессуары». И он, на удивление, сделан очень даже хорошо, в черной оплетке, не путается, очень гибкий. Имеет маркировку правого и левого канала на обоих штекерах, поэтому не думаю, что у вас возникнут проблемы с правильным подключением. И получил он штекер 3.5 джек с переходником на 6.3, если вам это будет необходимо. Ну и вот так кабель подключается. Я думаю, что с этим, конечно, разберутся все. Здесь все просто. Вот так ровно до щелчка. Все готово. Вот так все это выглядит. Кабель менять смысла не вижу. Реально хороший. Можно оставить его и пользоваться без проблем. Ну и инструкция тут тоже имеется. Хотя не думаю, что сейчас кто-то вообще ее читает. Теперь, друзья, давайте поговорим о звучании этих наушников Harmonic Dyn Black Hole. И сразу с первого прослушивания первое, что бросается, это общий, очень теплый тон подачи средних и высоких частот. В какую-то излишнюю мониторность и аналитичность эта модель не уходит в сравнении с Zeus Elite. И в отличие от Афина, теперь имеет более гладкий и немного притемненный нейтральный тон высоких частот. Теперь тут нету той излишней яркости у тарелок и явного металлического окраса, и за счет этого тембры передаются тут более достоверно и точно. Но если говорить о той самой хай-файности звучания, то я думаю, все-таки за этим стоит обратиться именно к Zeus Elite. Так как, на мой взгляд, они как раз и являются лучшим ее отображением. Но если вы до этого пользовались Афиной и теперь хотите получить
более нейтральную, спокойную, слегка сухую подачу и мне даже больше напомнившую фирменное звучание наушников Sennheiser, то думаю, Black Hole теперь точно ваш выбор. Особенно тут стоит похвалить работу, проделанную над низкими частотами. Наконец-то мне не нужно использовать эквалайзер, так как мне их тут полностью хватает. Они супер массивные, с хорошо проработанной фактурной текстурой, мощным весом и объемом и очень даже выделенной четкой атакой. Они не звучат как-то расслабленно и смазанно, и мы имеем в итоге хорошо выделенный, четкий, упругий бас, который звучит даже более отдельно от других частот. Поэтому любители хип-хоп жанров электроники теперь определенно будут довольны, так как кик тут прям очень хорошо очерчен и имеет отличную плотность. Ну и конечно средние частоты тут тоже не обделили вниманием и заметно их улучшили, они теперь более ровные и правильные, с лучшей и более достоверной передачей тембров, и особенно стоит выделить то, как теперь правильно подается вокальная часть. И инструменты, сам вокал очень артикулированный, разборчивый и четкий, и не звучит как-то закрыто и глухо с интимным расположением, а наоборот же занимает широкое сфокусированное пространство и не имеет никакой излишней яркости и крикливости, что особенно важно, по крайней мере для меня, как любителя более нейтральной и неяркой подачи. А вот ударные барабаны тут имеют довольно подчеркнутые транзиенты и четко выделенную атаку и оставляют после себя вполне продолжительные шлейфы от реверберации. Да, немного с ранним затуханием, но они есть, и на том спасибо. Но высокие частоты тут подаются как очень нейтральные, гладкие, без какой-то лишней резкости и добавочного улучшения детализации путем усиления этой области, как было сделано в Афина, и в итоге этот диапазон теперь ощущается как очень теплая и аккуратная, приятная на слух подача, имеющая хорошее, пускай и не супер аналитично рекордное разрешение у тарелок, но получившая теперь более притемненный окрас, за счет чего тут будет поменьше воздуха и явной техничности, например, как Zeus Elite, но с другой стороны теперь вам не придется пользоваться эквалайзером и что-то там докручивать. Вы просто без проблем берете, подключаете наушники к источнику и наслаждаетесь ими. Да, высокие частоты тут в целом немного упрощены, они звучат не так прозрачно, как в тех же Zeus Elite, но если брать их за референс, но там и ценовая категория сильно другая. Поэтому, думаю, за $100 чего-то реально лучше по удобству, по сборке и тем более по звуку вы точно не найдете. Поэтому вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Harmonic Dyne Black Hole получились хорошими полноразмерными наушниками полуоткрытого типа, с мощным басовитым и нейтральным приятным по подаче звучания. Да, в аналитику и мониторность модель сильно не уходит и имеет больше тонально теплый музыкальный тюнинг, но уверен, любители такой подачи точно будут довольны. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.